Приветствую, друзья! Сегодня будет обзор на лазерный гравер фирмы Toka, модель L2, и, на мой взгляд, это самый красивый лазерный гравер, который был у меня на тестах. В плане производительности этот гравер ничем не будет уступать своим конкурентам с такой же оптической мощностью лазерного модуля на 20 Вт. Но производитель решил, что покупателя надо чем-то привлекать и удивлять, и они сделали такой большой красивый куб. Тут у нас получается все сделано в стиле минимализма, прямые линии с острыми гранями, шлифованный алюминий, вот эти вот защитные стекла. Сделали кучу подсветки, различные шильдики. Вот эта контурная подсветка, кстати, очень классная. У вас получается, подсвечивается все рабочее поле. Снизу подсветка Ambient, она еще меняет свой цвет в зависимости от процессов, которые происходят на гравере. То есть, на самом деле их коварный план сработал, и в какой-то момент я себя почувствовал каким-то светляком. Вот мне хотелось просто выключить везде свет, заварить кофе, запустить гравировку, сидеть рядом, пить кофе и просто кайфовать. На самом деле граверы интересные. Честно скажу, что гравер очень понравился в плане дизайна. В плане производительности, как я и сказал, гравер особо ничем не удивит. Я уже, в принципе, знаю, на что способны граверы мощностью на 20 Вт. Сейчас я постараюсь вам сделать подробный обзор, пробежимся по комплектации, сделаем потом небольшие тесты. Надеюсь, я вам покажу кое-какие нюансы, которые я обнаружил. Возможно, кому-то обзор этот будет полезен и, надеюсь, будет интересен. Давайте приступать. Так, друзья, давайте заглянем в коробку, посмотрим на его комплектацию. Лазер идет в предсобранном состоянии. Большинство современных лазеров уже идет с собранной рамой. Нам останется присоединить лазерный модуль, подсоединить компрессор, и, в принципе, можно будет приступать к работе. Тут немножко нестандартная ситуация, так как нас встречает еще набор вот таких вот защитных панелей. Из этих панелей мне предстоит собрать защитный купол для этого гравера. Но пока что давайте посмотрим. Тут у нас идут различные реечки. Я так понимаю, это все у нас идет для купола. Это мы пока отложим в сторону. Также у нас целый такой, они достаточно увесистые такие. Кстати, стекло, тут миллиметров 6, наверное, толщиной. Так, это пока что тоже все в сторону. Тут мы уже видим корпус самого гравера. Как я и говорил, гравер идет у нас в собранном состоянии. Отдельно лежит лазерный модуль. Лазерный модуль, его оптическая мощность на 20 Вт. Есть быстрое выставление фокусного расстояния. Тут оно на магните. Фиксируется достаточно крепко, нигде ничего не болтается. То есть в процессе гравировки он у вас не отвалится, скажем так. Также есть защитный колпачок. Вдруг вы решите использовать гравер без защитного этого купола. Можно будет надеть вот этот вот колпачок и использовать так. В сопло, по-моему, отверстие достаточно широковато. Получается, как по моей мысли, чем уже это отверстие, тем более концентрированный поток воздуха у нас выдает это сопло, и тем агрессивнее оно будет выдувать весь нагар, который у нас образуется в процессе резки материала. Также необычное подключение. Обычно там используются какие-нибудь трехпиновые разъемы, да? Здесь же используют разъем Type-C. Хотя уже есть блоки питания, которые там по 100 Вт выдают. Посмотрим. Также тут есть кулер для защитного купола. Он будет выдувать весь дым, который будет образовываться в процессе резки и гравировки. Кулер очень массивный. У меня уже был гравер Creality, по-моему. Там была защитная такая накидка. Она мягенькая была. И там был кулер для этой накидки. Кулер маленький, 80 на 80 миллиметров. Тут же получается 120 на 120 миллиметров. И у него мощность получается 12 Вт, 24 вольта, 0,5 ампер. То есть поток воздуха у него будет намного больше. И дым будет выдуваться намного эффективнее. Также тут есть переходник для гофры под этот кулер, плюс хомут для фиксации гофры и сама гофра. Также в отдельной коробке лежит блок питания для этого кулера. Интересный блок питания. Я сначала подумал, что он сломан, а потом посмотрел.
и оказывается, вот как это все работает. Блок питания, то есть при заказе вы можете выбирать определенный тип вилки, который вам нужен. Ну, в частности, у меня идет под европейскую вилку. Вот. А я так понял, что производитель просто потом меняет эти вилки под нужный тип, вот, и высылает уже вам. Пластик классный, исполнение достаточно интересно, получает 24 вольта, 1 ампер. Также в комплекте идут защитные очки для гравировки. Хоть лазер у нас и защищен со всех сторон, но это будет не лишнее. Ну, опять же, вдруг вы решите использовать лазер без защитного купола. И еще у нас есть вот такие симпатичные коробочки. Тут у нас идет инструкция по эксплуатации, а здесь парочку материалов для, скажем так, для первых тестов. Здесь у нас какая-то есть фанерка и какие-то медальончики. Ну, по-моему, скудненький набор, могли положить чуть побольше. А вот это вообще прикол. То есть у вас рабочее поле почти 40 на 40 сантиметров, а вы кладете вот такую вот пластинку для гравировки. Ну, по-моему, это несерьезно. Последние две коробочки, которые тут есть, это вот такой прям образцовый органайзер. Блин, ну они вот реально постарались вот сделать на таких мелочах акцент, да, вот все красиво сделано. Смотрите, какая отверточка. По-моему, самая красивая отвертка, которая была из комплектных отверток, которые шли с граверами. Также тут есть вот такая вот проставочка для выставления фокусного расстояния. То есть, как я понимаю, вот это вот фокусное расстояние будет оптимальное для гравировки, а при помощи вот этой проставки уже будет выставляться фокусное расстояние для резки материалов. То есть вот здесь мы выставляем, если у нас материал 4,6 мм и 7,9 мм. Вот. Также у нас тут идет дополнительная линза. Такие линзы используют очень много граверов. Он достаточно часто мне встречается. Вот. Также идет картридер с карточкой памяти 4 гигабайта. USB Type-C провод. Провод достаточно толстый. И вот это, кстати, интересная штука. Это ключ активации лазера. То есть во многих граверах вы могли видеть, что используется обычный механический ключ, ну, для запуска. Тут же используется вот такой вот USB-адаптер, ключ. То есть без него у вас гравер не запустится. Если механический еще, кстати, ключ можно хоть как-то, да, там подлезть, провернуть, чтобы он у вас запустился, то вот без USB, по-моему, это будет немножко проблематично. И последняя коробочка. Здесь у нас идет куча винтиков, различные петли. Это уже идет для сбора защитного купола. Да? Да. О, смотрите, какая красота. Ну, правда же красота. Смотрите, какие шильдочки. Ладно, сейчас будет небольшая музыкальная пауза. Я буду собирать купол. Если хотите, можете промотать. Я сделаю там нарезку на тайм-коды. Вот. Ну, либо оставайтесь и послушайте музычку. Так, друзья, гравер я собрал, сложного тут абсолютно ничего не было, ну хотя тут что-то сложного, если у вас уже корпус собран, надо было собрать только вот этот верхний защитный купол.
Пользуйтесь инструкцией. Инструкция очень понятна. Инструкция на английском, но даже если вы не знаете английского, просто открываете. Взяли вот эту панельку, взяли винтики М10, все пакетики прописаны, вставили сюда, скрутили, все. Даже вот посмотрите, они наклеили наклеечки, вот берете этот профиль, вот эту вот панельку, и чтобы у вас вот везде они совпали. Смотрите. Даже вот тут вот они, видите, разные по цветам. Синенькие, оранжевые и зелененькие. То есть перепутать, ну, вообще очень сложно. Итак, давайте рассмотрим гравер более детально. С правой стороны у нас есть блок подключения, также кнопка включения. Это, наверное, первый гравер, который встречает меня вот подсветочкой плюс музычкой. Также у нас тут есть карта памяти, можно установить, разъем Type-C для подключения к ноутбуку, блок питания и ключ USB. Без этого ключа гравер, собственно, и не запустится. Тут у нас расположен датчик открытия двери. Датчик тут, судя по всему, какой-то магнитный, потому что вот здесь стоит неодиновый магнитик. Вот. И если во время гравировки вы откроете дверь, гравер остановится и там раздастся звуковой сигнал, будет ждать, пока вы закроете дверь и что-то с этим сделаете. Вот. А если вам вдруг надо будет работать с открытой дверью, и вы не хотите уже никак снимать этот защитный кожух, просто возьмите магнит, приставьте его сюда, и все, у вас будет гравер работать с открытой дверью. Рабочее поле у нас подсвечивается вот такой вот контурной подсветкой, LED-ленты. Подсвечивается очень хорошо, равномерно получается освещение. Двери держатся на 2 газлифтах, двери не провисают и, в принципе, держатся достаточно уверенно. А также вот обратите внимание, проложили вот такую демпферную ленту, чтобы при закрытии у вас дверь не бахала. Вот она тихонько опускается, мягко и плавно. Вот. Также тут есть такая заглушечка, она магнитная. Так, как тебе поддеть? Вот ее снимаете, и на это место можно будет установить потом камеру для работы с программой Lightburn. Лазерный модуль перемещается по вот таким вот выгнутым профилям. Такую систему я уже видел на гравюре Falcon 2 от Creality. Единственное, что вот этот профиль, он более ярко выражен, более такой выпуклый. Получается, сверху у нас установлено 2 колеса, и еще одно колесико установлено снизу. Там есть у нас гайка, которую можно подтянуть, чтобы убрать болтанку на корпусе. При нажатии кнопки питания лазерный модуль будет возвращаться в положение дом. Положение дом здесь у меня немножко нестандартное, обычно я привык его видеть здесь, вот, но это положение даже намного более удобно, потому что вот при открытии, допустим, двери вы собираетесь раскладывать заготовку, да, а у вас, допустим, модуль бы стоял здесь, то есть вам и модуль мешает, и эта перекладина мешает, намного более удобнее, когда он располагается там. У гравера есть 4 концевых выключателя, 2 выключателя расположены на оси X и 2 выключателя расположены на оси Y. Вот, изначально я их не нашел, так как я привык видеть концевики определенного вида. Я перевернул гравер, смотрю, ну нету концевиков, потом думаю, ну как так, он же как-то возвращается в положение дом. Начал смотреть, потом нашел 2 эти платы, думаю, какие-то они нестандартные. Вот, но получается при выходе за рабочую зону у нас будет раздаваться вот такой сигнал, и опять же подсветка нам будет сигнализировать, и мы можем его вернуть в положение дом. Вот. Точно так же и если мы его сдвинем чуть назад, у нас опять загорается этот. То есть концевики там есть. К ним очень сложно подлезть, так как вот тут вот профиль, и вы там в принципе вообще ничего не увидите. Но они там есть. Еще из необычного тут система фиксации лазерного модуля. Обычно лазерный модуль фиксируется на винт 1, 2, либо там вообще может быть 4. Тут же они придумали вот такой вот фиксатор. Получается, вы установили лазерный модуль и зажали его. Все, он достаточно надежно зафиксирован. В комплекте с гравером идет воздушная помпа. Помпа это уже мне достаточно хорошо знаком предыдущим граверам. Единственное, тут отличается дизайн. Тут даже ребята сделали ее немножко брендированную. Помпа питается от блока питания. Такая же система фиксации, как и на другом блоке питания. Вот. У помпы есть регулятор
подачи воздуха, то есть его можно выставить как на минимальный обдув при гравировке, чтобы линза оставалась просто чистой, либо же выставить его на максимальные обороты, чтобы улучшить качество реза. Вот. Помпа достаточно увесистая, единственное, указана ее мощность 20 Вт, но вот производительности, по-моему, нигде не видно. Но если я не ошибаюсь, то она должна быть, по-моему, 30 литров в минуту. Вот. С помпой идет еще шланг для подачи воздуха. Я уже было сломал голову, куда же этот шланг тут засовывать, думаю, снизу запускать, но тогда он может задеть заготовку. Сверху пустить, тогда не закроется вот эта дверь. Думал, блин, надо, наверное, дырочку вот тут вот просверлить, да, чтобы он у меня сюда заходил и вот так вот заходил. Потом я смотрю, есть инструкция. Думаю, дай-ка я инструкцию почитаю. И что у нас тут написано? Просуньте 6-миллиметровую трубку для подачи воздуха сквозь отверстие над вентилятором. Полез смотреть, где же это отверстие над вентилятором. И оно оказалось вот здесь. То есть сюда засовывается трубка, и уже дальше она подключается к соплу лазерного модуля. То, что компрессор запитывается от сети, считаю, есть два очевидных минуса. Во-первых, нам надо будет дополнительная розетка под это дело, плюс у нас появляется вот эта кипа проводов. Было бы намного более комфортно, если бы компрессор у нас запитывался напрямую от гравера. Плюс, так как компрессор с гравером у нас сейчас не соединен, мы не сможем им управлять удаленно. Допустим, в программе Lightburn я сделал гравировку, а следующим слоем я хочу ее вырезать с подачей воздуха. И там можно было поставить галочку «Включить e-assist». Сейчас же, включая эту галочку, не включая, компрессор с гравером не соединены, и то есть он не запустится. Нам надо будет либо самим ловить этот момент и включать подачу воздуха, либо же запускать чисто гравировку, потом останавливать гравер и потом только запускать гравировку, когда мы уже полностью включили подачу воздуха. Вот. Но и есть еще такой момент, я не знаю, возможно, это было связано с одним определенным гравером. У меня, получается, была автоматически подача воздуха, но компрессор включался на доли секунды позже, чем запускался лазерный модуль. И получается, модуль уже начал вырезать деталь, а компрессор запустился через доли секунды. И получается, был уже участочек, который он не дорезал. Вот, и получалось, деталь он все проходил, вся деталь вырезана, а вот этот вот кусочек оставался не прорезанным. И надо было либо запускать повторно, делать еще один круг, чтобы он проходил, ну, либо аккуратненько выламывать этот кусочек. Но это тоже не очень удобно. Вот, поэтому тут же перед вырезкой, допустим, полностью включили компрессор на максимум и уже только потом запускаем. И лазерный модуль уже у нас приедет на свою рабочую точку с включенной подачей воздуха. Фух. И вот так гофра подключается к вентилятору. Гофру можно вывести в окно. Вот я его подмагнитил на металлический подоконник. Вот, живу на последнем этаже, до мной соседей нет, в окна никому особо дымить не буду. Могу немножко повыжигать, но только повыжигать. Вырезать лучше не стоит, так как дыма будет очень много и могут быть потом неприятности. Ладно, давайте немножко попробуем погравировать, но для начала меня вот интересует спецификация. Получается, вот у нас модуль 20 Вт, и меня интересует фокусное пятно лазера. Получается, spot size 0,15 на 0,27. Немножко странно, потому что обычно у таких вот модулей идет 0,1. Вот, и с разрешением 0,1 у них получается DPI 254 строчки на дюйм. Вот. Тут же с 0,15 получается 169, ну вот исходя из этой таблички. Давайте сейчас сделаем тестовую небольшую гравировку с двумя разными разрешениями. Посмотрим, какой из них получится лучше. Ну и давайте глянем, что у нас получилось. Вот такие три крохи получились.
на 169 dpi детали практически расплываются, а вот 254 и 318 вполне себе хорошо. Еще один небольшой тест, как скорость печати влияет на качество печати. Вот. Дело в том, что вот такие вот большие лазеры, они достаточно массивные, тяжелые, и с увеличением скорости у них может появиться такой эффект волны. Когда он будет подходить к самому краешку, лазер будет пытаться замедлиться, а из-за его большой массы у него может начаться вот такая волнообразная линия появляться. Но вот тут вот у нас 3000, ничего подобного я не вижу. И в принципе даже на 6000 результат очень даже достойный. Сейчас попробуем с вами вырезать фанерку какую-нибудь. Вот, совсем забыл вам показать комплектный сотовый стол. Вот такой вот маленький, 30 на 30 сантиметров. Не знаю, почему 30 на 30, если у него рабочая область 40 на 40. Зачем вот этого малыша класть? Вот, поэтому вырезать я, наверное, буду все-таки без него, потому что очень много останется потом нагара, а в условиях квартиры это не очень приятно. Вот, поэтому я лучше по старинке подложу гаечки и на них положу фанерку. Ну и что у нас получилось? Скорость была 500 мм в минуту, компрессор был полностью включен и мощность максимальная. Вот, но как мы видим, 20 Вт с такой скоростью полностью его не прорезали. Скорость, наверное, надо ставить меньше, 450, либо лучше вообще 400 ставить. Вот. Получается, компрессор был включен и мощность была максимальная. Сейчас попробуем сделать еще один рез. Скорость поставим поменьше, а заодно посмотрим, как работает дымоудаление. Ну и вот 400 миллиметров уже сумели победить эту фанерку. 4 миллиметра фанерка прорезали с первого раза. Вот. Вентилятор со своей задачей справляется достойно. Сейчас вот стоял рядом с гравером, вырезал эту лапу. Чувствовался небольшой запах гари, вот, но все равно это не сравнить, как если бы вы выжигали вот эту же лапу, 4-миллиметровую фанеру на открытом гравере. Дыма было бы столько, что можно было бы топор вешать. Вот, а так справляется очень даже неплохо. Кстати, во время гравировки улиток запах дыма вообще не ощущался. То есть вентилятор это количество дыма выводил за раз. Тут же все-таки концентрация была намного больше. Попробуем сделать гравировку на сланце. Достаточно много людей ее делают. Вот, и, возможно, кому-то это будет тоже интересно. Еще один будет тест. Хочу попробовать сделать на камне глубокую гравировку. Недавно тестировал Acmer P3 с его модулем на 48 Вт. Считайте, модуль в 2 раза больше, даже 2,5 раза мощнее, чем этот. Вот, но попробуем, посмотрим, что-нибудь получится из этого или нет.
И что же у нас получилось? Ох, тепленький. Получилась у нас тоже глубокая гравировка. Вот этот мелкий песочек, его надо сейчас чистить щеткой. Вот, и тогда у нас будет вот такой же эффект. Не так глубоко оно выгравировало, конечно. Вот, но в принципе также глубокая гравировка есть. Сейчас я почищу и покажу еще раз. И вот я его почистил. Получилась вот такая глубокая гравировка, где-то миллиметр, может чуть больше. Вот, но уже на 48 Вт он прям миллиметра 2, почти 3, наверное, вырезал. Вот такой эффект. Прикольно смотрится. У меня еще листик латуни. Давайте попробуем на латуни сделать гравировочку. И напоследок, наверное, еще вот у меня есть текстолита кусочек. Попробуем, возьмет ли этот лазер медь. Друзья, прерву тест, потому что я уже вижу, что тут ничего у нас не получится. Для металла все-таки лучше использовать инфракрасный лазер. Вот он что-то пытался сделать. Ну, скорость 400 мм, максимальная мощность, и еле-еле что-то видно. Но все равно это нет, плохой результат. Так, и гравировка на нержавейке. Вот тут вот, судя по всему, было какое-то засохшее пятно. Возможно, там было моющее средство или еще что-то такое осталось. И вот ровненько по нему гравер не справился. Ну, точнее, он справился, но виден переход по цвету. Вот, но в целом гравировочка вот такая вот получилась. Так, друзья, буду заканчивать свое видео. Надеюсь, оно было интересным и информативным для вас. Если вдруг какие-то остались вопросы, пишите в комментариях. На все комментарии стараюсь отвечать. Ссылки, как всегда, будут в описании под видео, либо же в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами увидимся в новом ролике. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.